Итак, дорогие друзья, приветствую вас на своем канале. Давно не решался сделать это видео, но все-таки понял, что эта тема еще актуальна и многим фотографам и людям интересно э, узнать какую-то информацию про эти камеры. Поэтому я решил все-таки сделать этот ролик. Не знаю, насколько он будет полезен вам, насколько полезна эта информация. Насколько я смог передать эту информацию. Как вы, может, многие из вас перейдут на этот ролик благодаря тому, что вы узнали обо мне с канала Олега с фото. И там, получается, мне очень тяжело было разговаривать, так как я долго не разговаривал на своем родном языке. И пришлось даже свой род разрабатывать и купить определенные курсы, чтобы быстро начать говорить. И надеюсь, это поможет мне в этот раз быстрее разговаривать, быстрее передавать свою какую-то информацию. Также хочу сказать, что ролики, которые я подготовил с обработкой фотографий и также с обсуждением фотографий, будут не очень быстрые, не торопливые, и поэтому, если вы хотите просмотреть этот ролик до конца, то выберите определенное время, когда вам никто не будет мешать, так как ролик, я думаю, что будет очень длинный, информации будет много. Не вся информация будет вам полезна, потому что я знаю, многие фотографы будут смотреть, которые уже достаточно опытные, и так как эта камера интересует в основном достаточно опытных фотографов, поэтому не судите строго, это мое первое видео, и очень хотелось мне поделиться информацией про эту камеру, рассказать свои впечатления, так как я владею уже 2 года этой камерой, и могу рассказать все плюсы, все минусы про эту камеру. И надеюсь, это видео вам понравится. Если понравится видео, также я бы хотел продолжать записывать видео определенные на свой канал, делиться какой-то информацией. Сразу могу сказать, что у меня не будут видео про всевозможные камеры, которые у меня нет и которые выходят в продажу. Этот канал будет не об этом, а в основном этот канал будет о моих путешествиях, в которых я буду брать определенные свои камеры, как Hasselblad. Также планирую приобрести камеру Leica, может быть Q2 или Q, или также я хочу попробовать камеру Phase One. И так надеюсь, что у меня будет возможность такая и поделиться информацией про эти все камеры с вами. Поэтому, если кому-то интересно было что-то и полезное с этого ролика, пишите, оставляйте комментарии, я буду очень вам благодарен. И, конечно, только от вас зависит, буду ли я продолжать вести свой канал, рассказывать какую-то информацию, делиться. Хочу в планах делать съемки, в основном пейзажные съемки, как основная тема моего канала. И я буду каждый раз рассказывать про камеру. Мы будем выезжать на локацию и делать фотографии, вместе с вами их обрабатывать. Я видел на зарубежных ютубах очень много таких каналов, но, к сожалению, пока я не встречал именно каналы об этом, чтобы на русском языке рассказывали про пейзаж, что-то, какие-то локации, куда-то ездили. Поэтому я хотел бы вот этой темой заняться и также встречать каких-то интересных людей, знаменитых или не очень, без разницы, которые тоже увлекаются этим. И самое главное, что мы все любим фотографию, и
Это самое важное, что нас мотивирует. Поэтому давайте начнем делиться какой-то информацией. Спасибо. Дальше. Давайте теперь вместе посмотрим еще одну фотографию, портрет моей дочери. И здесь я хочу показать вам конкретно, за что я люблю Hasselblad. Говорим о цвете и преимуществах Hasselblad. На примере этой фотографии я хотел как раз показать, почему я люблю очень эту камеру и почему я считаю, что другие камеры никак не могут сравниться с картинкой, которую выдает Hasselblad. Вот. Если мы посмотрим на скинтон руки моей дочки, то мы можем наблюдать здесь как раз все вот эти оттенки кожи. И кожа, она выглядит так, я не знаю, конечно, вот как вот мне, я не знаю, на чем вы смотрите, на телевизоре, на компьютере или на телефоне. Желательно, конечно, чтобы это был телевизор 4К или хотя бы монитор какой-то калиброванный 4К. В общем, давайте посмотрим. Если вы обратите внимание на руку, и тут видно как раз, как один тон кожи переходит в другой. И видно вот эти все вены на руке. И также имеются переходы кожи, цвета кожи. Все вот эти тональные переходы. И когда я первый раз увидел вот эту картинку, насколько точно она передает информацию, насколько точно она показывает. Если мы посмотрим, вот у моей дочери как раз вот у нее такой цвет волос, что одна волосинка у нее золотого цвета от мамы, а другая темная от меня, от папы. И вот такие вот именно у нее волосы, как вот на картинке. Не плюс, не минус, а именно вот один в один. Каждую волосинку. Да, я понимаю, что сейчас камеры, которые кто-нибудь скажет, вот у меня камера там Z10, Nikon Z200 или еще какие-то камеры, которые выходят, тоже у меня там 60 мегапикселей, и там тоже видно всю волосинку. Но все волосинки. Но вы поймите, что объем и проработка все равно отличается среднего формата от хоть сколько бы там мегапикселей не было бы на full фрейме, это все равно не сравнится по-любому. Очень камера хорошо передает объем, фактуру одежды. Если вот кто-то делает рекламную съемку, камера должна быть у вас. Потому что рекламная съемка, это вот она была как раз спроектирована для этого, передать вот этот объем. Тебе просто вот хочется взять, протянуть руку и взять это мороженое. Также обратите внимание, вот вроде кажется глаза в тени на этой фотографии, но в то же время мы видим, что никаких провалов нету в тенях. Полностью вся информация остается. Свет падал с другой стороны. Несмотря на это, камера проработала идеально лицо, и даже блики от мороженого, они придают такой интересный эффект фотографии. Итак, давайте обсудим, какие я для себя принял решения по поводу камеры, которую вы видите на экране. И это уже третья версия именно этой модели. Для себя я принял решение, что я не буду обновлять свою камеру, так как моя камера меня полностью устраивает. Внутренняя стабилизация матрицы мне абсолютно не нужна, так как я не снимаю без света. И в ночное время суток мне не надо размывать фары автомобилей и все остальное. Да, это есть определенное преимущество для камеры, которая обладает 100 мегапиксельным сенсором. Я думаю, что там, конечно, без стабилизации тяжело было бы снимать. Вот. В моей же камере нет проблем вообще с этим, так как камера обладает сенсором на 50 мегапикселей. И я снимаю с рук до 1,6. И все практически, ну, если сказать
честно, как бы я про вот эту тему, чтобы были смазы, я практически не думаю на этой камере. Я не знаю, как они сделали, либо это зависит от спуска затвора, что он так срабатывает, либо камера из-за того, что она такая увесистая, тоже достаточно. И когда ты, получается, фотографируешь, за счет вот этого определенного веса и дизайна ручки хвата у тебя, получается, нету никаких смазов. И когда ты прицеливаешься, вот этот спуск затвора, он достаточно короткий, и тем самым тебе не надо долго шевелить камерой, чтобы попасть. Вот. И у меня практически за всю историю мою в течение 2 лет с этой камерой не было смазов. Конечно, если ты сам как бы в фокус не попал, то там уж извини, как бы это уже все от тебя зависит. Поэтому вот эта тема э, про вторую камеру, там, конечно, есть преимущество, то, что единственное, что мне не хватает в этой камере, это задний экран поворотный. Я бы очень хотел его на этой камере, так как когда ты снимаешь, получается, на улице какой-то, ну, людей или что-то там ты хочешь снять, тебе надо прицеливаться. А в Северной Ирландии люди, они немножко такие, как бы, чопорные, зажатые, и они не любят фотографироваться, и приходится, когда ты направляешь, люди начинают как бы немножко испытывать дискомфорт. И если бы у меня был, конечно, на этой камере такой поворотный экран, то я бы мог использовать его и фотографировать незаметно, но как бы что имеем, как говорится. Также я хотел поговорить про вторую камеру, то что у нее вот идет в этом месте такой экран. Честно говоря, я не использовал вот эти особо экраны, как на Nikon камерах, которые у меня были, как на Canon. Да, хорошо, что они есть, конечно, но если их нет, меня вообще не беспокоит. Вообще я принимаю камеру в основном так, как она есть, и без всяких заморочек. Я даже не кастомизирую какие-то кнопки. Вот они вот настроены вот так. Если, конечно, можно было бы настроить какие-то кнопки под себя, но меня устраивает все как есть. И вот эта кнопка больше, чем нужно, меня удовлетворяет. Я вот как купил эту камеру, я переключил в мануальный режим, и вот до сих пор она стоит. Вот как бы иногда я снимаю видео на эту камеру, о чем мы поговорим позже. Вот. Есть такие кнопочки, которые нужно перевести объектив в мануальный режим, также сделать, поправить ISO. Вот. И полностью меня вся конструкция все устраивает. И что хочу сказать по поводу второй камеры. 100 мегапикселей даже для такого фотодрочера, как я, и фотофила, это уже немножко, как бы, я посмотрел эти все фотографии, и для меня это уже чересчур. Даже для меня, который прям любит вот это вот все как бы все это увеличить там и все эти поры посмотреть, даже для меня это уже too much. Переходить на вторую камеру я не планирую. Также на второй камере нету входа с этим пультиком, который для длинной выдержки. И это, честно говоря, первая причина, по которой как бы я принял решение, что обновляться я не буду, потому что я всегда на съемках пейзажа использую этот пультик, и без этой штучки, конечно, они могут сделать в будущем такой дистанционный, там подключается по Bluetooth и все такое, но как бы такое себе. Вот у меня же есть, он все работает и меня полностью устраивает.
Конечно, вот эти объективы, которые вышли с третьей модели этой камеры, они выглядят привлекательно. И меня они очень, как сказать, заинтересовали, потому что диафрагма там 2,5. И в дальнейшем, конечно, я планирую перейти на все эти объективы, которые там есть, но это в будущем. На данный момент у меня вот имеется 30 миллиметров и 45 миллиметров. И я бы еще хотел 80 миллиметров, который 1,9. И я думаю, что полный спектр моих съемок это было бы меня устраивало. Также я использую мануальную оптику иногда, о чем мы поговорим позже. Вот. И этот вопрос по поводу того, что если у тебя есть уже эта камера, именно второй версии, стоит ли обновлять на ту третью версию, конкретно для меня этот вопрос вообще уже не стоит. Я очень ждал третью версию, я очень надеялся, я думал, что это будет определенный стимул, так как я люблю какие-то такие челленджи, и чтобы был какой-то стимул двигаться дальше и все такое. Но, к сожалению, эта камера, как я и думал, что она будет чуть-чуть 100 мегапикселей добавить, там стабилизатор, вот. И, к сожалению, такого эффекта уже эта камера не произвела на меня, как вторая версия. И если у вас, конечно, нету второй версии, то камера вообще шикарная. Вот эта камера третьей версии X2D, вы можете ее без всяких вопросов, я уверен, что она идеальная и лучшая камера в мире. Но когда ты уже имеешь вот эту версию, вторую, я думаю, что смысла никакого нет, и этих 50 мегапикселей вам хватит за глаза. Я не думаю, что там какой-то такой будет принципиальный, как сказать, момент. И этих 50 мегапикселей вам хватит, чтобы на Times Square сделать огромный билборд, чтобы просто там все были в шоке. Поэтому это вопрос о том, что стоит ли доплачивать там сколько-то, 3 или сколько тысячи фунтов за новую версию. Вот. Поэтому они отличаться не будут по скинтону особо. Скинтону, всяким профилям и обработки именно декодировки информации на матрице. Поэтому я не вижу конкретно для себя никакого смысла менять версию 2 на версию 3. Поэтому это вот такое мое личное мнение. Теперь давайте вместе обработаем одну фотографию. Я покажу вам, как из вот такой фотографии я делаю вот такую. Перейдем в программу Focus. Оригинальная программа для Hasselblad. Вот здесь выбираем натуральный цвет. Насколько я понял, именно когда вы выбираете именно натуральный, он передает все то, что вот как раз было напротив вас. Все цвета и все остальное. И также он как раз передает все вот эти 16 бит, которые есть в этом RAW. Теперь обработаем, и я покажу вам свой лайфхак, как я обрабатываю фотографии иногда. В этой программе мы делаем все достаточно примитивно.
Чуть-чуть буквально подстраиваем цвета. Где надо что-то добавляем, где-то что-то убавляем. Буквально немного. Все. Вот мы сделали такую заготовку. Теперь мы делаем экспорт и сохраняем эту фотографию в TIFF 16 бит. Открываем фотографию в Photoshop и продолжаем ее обрабатывать. Открываем камеру RAW. На моей фотографии, конечно, уже не было вот этого вот всего лишнего. Здесь я не буду показывать, как я это все удаляю. Я хочу показать только, как я работаю с цветом. Здесь также я делаю незначительные настройки. Чуть-чуть можем приглушить небо. Чтобы сохранить атмосферу. Прикол в чем? Прикол в том, что когда вы обрабатываете в программе Focus, она сохраняет в TIFF всю нужную вам информацию. И вы без потери качества можете доработать эту фотографию. Если вы сняли ее в темное время, вы можете абсолютно спокойно доработать без потери качества. Вот уже получилось примерно то, что я хочу. Буквально немного еще я дорабатываю. Вытаскиваю информацию из теней. Вот. И как мы можем видеть, что вся информация сохраняется. В программе Focus я забыл добавить резкости. Здесь это уже делать не нужно было бы, потому что в фокусе резкость лучше добавляется. Но так как я не смог там сделать, вернее забыл, поэтому я добавлю здесь, чтобы мы увидели каждую песчинку этого песочка. Все примерно так. Потом можно также дальше доработать эту фотографию, если вам что-то нужно убрать, добавить. Есть еще у меня определенные фильтры, которые я иногда добавляю. Если посмотрите, чуть-чуть мы можем приглушить яркость на песке. И тем самым это придать гармоничности этой фотографии. Таким образом мы получаем из вот такой фотографии, она, конечно, была изначально совсем темная. Мы получаем такую фотографию без потери качества. И это вот дорогого стоит. Кто-то говорит, вот Hasselblad, это все бренд, это все понты дешевые. Ребята, давайте уже честно себе ответим. Если бы это было дешевое, если бы эта камера была дешевые понты, не так много людей бы покупало эту камеру, поверьте. Эта камера делает дело на все свои every penny. Каждый penny она отрабатывает.
Посмотрите, какая проработка. Причем солнце светило прямо в камеру, но в то же время вся структура цвета, все осталось. Ничем не подсвечивал. Да, можно тут доработать немножко по цвету еще, походить, где-то осветить, где-то что-то там подмазать. Но уже все, уже фотография готова. Ты можешь просто ее сразу печатать. За это и ценится эта камера. Вы просто посмотрите на атмосферу. Был такой теплый вечер, последние деньки, лето в Северной Ирландии. И полностью камера передает эту атмосферу этого теплого вечера. Давайте с вами теперь обработаем еще одну фотографию, которую я снял уже в темное время суток. Посмотрим, насколько камера сохраняет цвета уже когда зашло солнце. Буквально чуть-чуть добавляем насыщенности, добавляем резкости. Забыл включить этот режим. Давайте еще раз. Насколько наглядно было видно разницу, если ты выбираешь стандартный режим и натуральный. Давайте попробуем. Давайте я вам покажу. Выбираем, допустим, стандарт. Добавляем насыщенности. И насыщенность практически не добавляется. И цвета, они не такие вот, как ты видел их на самом деле. А теперь мы выбираем натуральный цвет и добавляем насыщенность. И теперь картинка выглядит совершенно по-другому. Поверьте мне, долгое время я провел с этой программой, изучал ее, как она работает. И это самый идеальный вариант. Любую фотографию, как бы вы ее там ни сняли, выбираете натуральный режим, и она сохраняет все 16 бит. Все полутона, все передает. Так, теперь мы восстанавливаем информацию из теней. Приглушаем немного. Буквально немного. Обрабатываем в этой программе. Смотрим, все ли нас устраивает. Все ли выглядит так, как мы хотим. Все, теперь сохраняем ее также в 16, TIFF 16 бит. И будем обрабатывать в фотошопе. Итак, вот мы открыли в фотошопе. Заходим в камеру RAW. И тут уже мы дорабатываем так, как нам нужно. Без потери качества. Буквально немного. Это уже каждый может на свой вкус. Каждый может сказать, я бы вот здесь убавил, я бы здесь добавил. Вот у вас есть эта возможность поиграться. Потому что
файл 16-битный полностью позволяет вам сделать это. Все, заходим в Photoshop и хочу теперь я ее откадрировать. Примерно так. И все. Вот такая фотография у нас получилась. Как вы можете заметить, вся информация в цветах осталась. Эта фотография была снята практически уже в темное время, когда солнце зашло. Но все переходы, вот эта мягкость переходов, все переходы, все сохранилось. Практически без шума. Также я эту фотографию сделал с рук. Это уже к вопросу к шевеленке и резкости. Вот. Фотография была сделана на 45 миллиметров Pancake. Теперь давайте обсудим использование всевозможной другой оптики через переходники на этой камере и поговорим о опыте, который у меня есть за эти 2 года. Хочу сказать, что мои впечатления были неоднозначные по поводу всяких этих манипуляций. Вот. Первое, что я хотел сказать, это про мануальную оптику, допустим, Carl Zeiss. Вот у меня есть 135-ка на диафрагме 2, 3,5. Я ее использую иногда так, чтобы поиграться. И использую я Helios 44 на диафрагме 2, которые вы все, скорее всего, знаете. Этот знаменитый объектив. Что хочу сказать конкретно про эти объективы. Я использую через переходник для камеры Canon. Вот. Можно не для камер, а для объективов Canon можно подключать сюда через этот переходник объективы Canon. К сожалению, автофокус и диафрагма и все остальное не будет работать. Для этого нужно покупать более дорогой переходник, и он стоит где-то в районе 400 фунтов. Я его не стал покупать, потому что я хотел сначала посмотреть, как это будет выглядеть, как эти объективы Canon будут выглядеть на моей камере. И решил сначала приобрести такой дешевенький, и в дальнейшем, если я увижу, что есть смысл, я бы, конечно, приобрел переходник дорогой, так как мне нравится у Canon 85 1.2, и я очень скучаю по этому объективу и тоскую, можно даже так сказать. В дальнейшем, конечно, я бы хотел иметь вторую камеру и купить вот эти все объективы такие, которые очень красиво снимают на Canon. Вот, что касается через переходник Canon объективов для этой камеры, то такое себе впечатление, честно говоря, и я понял для себя, что это не стоит того, и как вы видите, у меня нету ни одного сейчас объектива от Canon, хотя у меня была большой пар оптики, но все это пришлось продать. Вот, и поэтому не вижу смысла, и выглядит это, честно говоря, не очень с этими виньетированиями и все остальное.
Фотографии выглядят не очень, цвет передается тоже не очень, поэтому смысла в этом нет. Но когда ты подсоединяешь, получается, через этот переходник мануальную оптику, так как можно использовать другой переходник, который на резьбовой, и подключается он к переходнику на Canon. Вот. И вот конкретно вот этот объектив на 44,2 меня просто... Я его, конечно, любил до этого. Я использовал для портретов съемки своих детей и портреты с него. Мои как бы портреты для меня конкретно лично получались настолько как, как вам передать свои эмоции, настолько они были живые, открытые, и глаза вот эти вот, настолько они передавали вот это впечатление, ты мог фокусироваться близко. И всегда вот я любил своих детей снимать портреты именно на этот объектив, потому что я не знаю, он какой-то в нем ничего нет, он сам по себе как бы такой себе, никакой практически, но иногда вот как в определенные моменты, когда ты делаешь такие снимки, он передает какое-то вот впечатление неизгладимое, и вот эту какой-то вот живая картинка такая с помощью него получается. Я не знаю, как это передать, конечно, но те люди, которые используют этот объектив, они меня поймут и понимают, о чем я говорю. Всем советую этот объектив. Объектив шикарный, покупайте. И единственное, что вот у меня там этот объектив я купил новый, и вот это масло на на лепестках диафрагмы, она, конечно, дает определенные такие блики. И это не очень. Если будете брать такой объектив, смотрите, чтобы вот этого масла не было, потому что я хотел его разобрать и почистить, так как я инженер и могу это сделать, но просто уже нет желания как бы. Ну, суть не в этом. А вот мы переходим вот к этой камере, и когда я подсоединил, получается, этот объектив конкретно на свою камеру, я просто был в шоке. И диафрагму я могу использовать до 2, и она так, вот эти вот снимки, которые были мной утеряны из-за диафрагмы 4 с бэкэшкой и все такое прочее, это было просто такой восторг у меня, что я могу использовать на своей камере вот эти объективы. И не то, что просто использовать, а то, что этот конкретно объектив, у него появился какой-то определенный дополнительный шарм и передача какой-то такой определенной атмосферы. Конечно, там боке просто размывает в хлам, но атмосфера, именно взаимодействие матрицы с этой камерой и этого объектива, это просто что-то с чем-то. Это к вопросу о том, что можно ли использовать мануальную оптику на этой камере. Да, можно. Здесь можно просто переключить формат съемки с затвора, с объектива на затвор на матрице, и полностью вы можете использовать мануальную оптику. Также хотел обсудить, сейчас со мной нет, так как я продал все это дополнительное оборудование, переходник на HC серию объективов. У меня будет небольшой ролик тоже про это. Хочу сказать, что через переходник, конечно, вы можете подключить вот эти старые HC серии объективы, если они у вас есть или где-то хотите попробовать. Но чтобы, получается, перевести формат, допустим, 35 миллиметров объектив, чтобы он был 35 миллиметров
На этой камере вам нужно использовать дорогой переходник с специальной линзой внутри. И это, к сожалению, приводит по сумме к равносильно как нормальная XCD оптика на эту камеру. Поэтому, к сожалению, это по финансам не имеет перспектив. И получается, также вы можете использовать через более дешевый переходник. Ну как дешевый, он там 300 фунтов где-то стоит. Но он будет, получается, переводить ваши 35 в 45 миллиметров на этой камере. Поэтому тоже такое себе. Мой экспириенс с этим переходником и с этим объективом был замечательный. Могу сказать, что эти объективы, они все-таки очень хорошие и передают атмосферу, передают качество изображения. Просто шикарное, просто бомба. Но когда ты, получается, у тебя здесь вот такой вот переходник, и еще вот такая вот штука, и сам объектив, он нелегкий, можно сказать, и таскать это все в руках, это такое себе удовольствие. И если у вас один и два объектива, если вы накачанный чувак, который без проблем может таскать 25-30 килограмм рюкзак сзади с собой в путешествие, то вообще вопросов нет. Вот. Но камера выглядит огромной, и люди просто в шоке, они не могут понять. Некоторые там фотографы даже подходили ко мне и спрашивали, а что это такое, что за камера? Такой огромный объектив у него был через этот переходник. И поэтому я это все продал и решил все-таки, что компактность очень важна для меня на этой камере. И все-таки удобнее пользоваться автофокусом. И родная оптика для этой камеры есть родная. И просто, как сказать, не заменит, никакие вот эти HC серии не заменят эту оптику. Но хочу сказать, что если у вас есть вопрос такой, то абсолютно вы можете пользоваться той оптикой, и у вас будут прекрасные снимки, и просто непередаваемый объем с тех объективов. Ну вот. Объективы меняются здесь очень быстро, как я думаю, на всех камерах. И хотел сразу показать, что насколько компактная камера становится, если вы используете 45 мм Pancake. Камера очень компактная становится. Если убрать еще вот эту вот планку, то она становится такая маленькая, и очень удобно ее с собой там, взять под куртку или еще что-то. Она не вызывает никакой интерес у людей, где не нужно снимать профессиональными камерами и все такое. Вы можете спокойно взять с собой. Еще вот вопрос к тем, кто только приобретает эту камеру или приобрел эту камеру. Если вы можете видеть, то матрица, она очень близко находится, она очень быстро пылится. И я хочу вас, как сказать вам в первую очередь, не пытайтесь покупать вот эти штуки, которые протирают матрицу там, вот. Даже вот не думайте об этом, потому что когда я только купил, у меня буквально там 2 пылинки попало на матрицу, и меня просто это уже вот так вот все передергивает, и я закупил себе целый набор, там вот эти все чистящие средства, и давай его с утра до вечера там это все натирать.
И я вам скажу, это просто мартышкин труд, во-первых. Во-вторых, это все сдувается очень быстро клизмой. В-третьих, это может повредить вашу матрицу, и старайтесь вообще ее ничем не трогать. Просто сдувайте, как с объективов сдувайте клизмой, так и с матрицы. Очень просто это сдувается. Ну, и если какие-то все-таки есть вещи на матрице, то в дневное время практически они никак вам не будут мешать. Поэтому старайтесь лишний раз не натирать эту матрицу, потому что она очень близко, и вот эти пылинки, они могут просто раздражать глаз, и ты когда видишь, что там что-то попало, тебе просто всего передергивает, и очень хочется быстрее-быстрее все это натереть, чтобы все выглядело как новое. Вот этот перфекционизм, который у меня есть в голове, и я вот борюсь с этим, поэтому советую вам не заморачиваться особо. Вот. Вся эта оптика очень качественная, когда вы ее берете в руки, ну, это, конечно, она стоит очень дорого, и, ну, за эти деньги вы получаете самое максимальное качество, что есть на данный момент. Поэтому пользоваться можно и мануальной оптикой, и родной оптикой, и с предыдущих версий камеры спокойно можно пользоваться без всяких проблем и только получать удовольствие с каждым разом все больше и больше. Вот. Хочу показать еще одну фотографию. Эту фотографию я практически не обрабатывал. Специально не обрабатывал, чтобы показать вам, насколько в оригинальном файле RAW сохраняются вот эти цвета, которые, допустим, на фуллфрейме нужно с помощью определенных фильтров все это вытаскивать, настраивать, чтобы вот эти цвета все передавались. Знаю некоторых фотографов, которые любят снимать вот такие камни, и они с помощью фильтров очень сильно разукрашивают их. Но здесь этого не нужно делать, потому что уже камера все сделала за вас. И буквально тут надо чуть-чуть поработать с цветом, добавить немного. И фотография будет уже готова. Еще одну хотел фотографию показать. Я ее сделал в конце лета. Была очень теплая погода, что очень редко здесь бывает. И солнце было очень яркое, и практически невозможно было на него смотреть. Но здесь я вот хотел показать, насколько ты можешь вытянуть всю информацию. Я не буду ее обрабатывать, потому что это очень долго и муторно все это, и как бы не хватит никакого времени, чтобы это все записать. Если кому-то будет интересно такое видео, я, конечно, выберу определенные фотографии, там штук 10, и сяду и буду обрабатывать на видео. Но хотел вот просто показать, насколько камера может сохранить всю информацию в цветах, в тенях и передать вот эту атмосферу, про которую я не устану говорить. Солнце просто жарит матрицу, но в то же время мы можем абсолютно спокойно наблюдать все, что происходит вокруг. Фотография, когда я ее сделал, она, конечно, была абсолютно темной, потому что нужно было сохранить информацию сверху, на небе и вокруг солнца. Поэтому фотография была сделана в низком ключе. И в основном я люблю делать фотографии с недоэкспонированными, чтобы потом
вытягивать из теней, вот, так как мне больше импонирует работать с тенями, нежели вытаскивать информацию из цветов. Надеюсь, вы поняли, о чем я. Вот. И на примере этой фотографии я хотел вот показать, насколько даже получается здесь можно рассмотреть все детали этого корабля. Хотя солнце просто, не хочу выражаться, но прямо оно светило в камеру очень сильно. Но благодаря тому, что эта камера имеет 16-битный RAW файл, ты можешь вытянуть полностью всю информацию и наслаждаться этой фотографией. Давайте теперь поговорим об автофокусе на этих объективах и на этой камере. Автофокус, да, он немножко, конечно, отличается от полного кадра, но могу сказать, что вот конкретно для моего вида съемки, как вот я фотографирую, автофокус достаточно работает нормально, и фокусироваться ты можешь как на движущиеся объекты, так и перевести эти объективы в мануальный режим. Дискомфорт я особо не испытываю, когда я снимаю на эти объективы, так как я практически долгое время уже не использую покадровую съемку, и мне не нужно снимать каких-то животных, быстро бегающих животных, там, быстро бегающих детей, и поэтому полностью меня устраивает, как фокусируется эта камера. На каких-то объективах фокусировка работает чуть быстрее, на каких-то чуть медленнее. Вот этот объектив 45 мм, могу сказать, что очень быстро фокусируется, так как он маленький, и у него не нужно там сильно много линз вращать, там, передвигать, поэтому он фокусируется быстро. 30 миллиметров, которые я имею. Вот еще вопрос был у меня по поводу, как считать объективы с полного среднего формата на полный кадр. И получается, если вот это 30 миллиметров вот этот объектив, то на полном кадре будет он 24. Ну, не он конкретно, а формат кадра будет 24. Это 30, а там 24. Здесь 45, а на полном кадре будет 20, 45-35. Этот как 35-ка идет, а этот как 24. Вот. И также могу сказать, что у меня вопрос стоял по поводу либо 21 мм объектив или 30 миллиметров. И, честно говоря, да, для какой-то съемки пейзажа может быть 21 это идеальный вариант. И он очень хороший, он прекрасный объектив. Но мне не нравится вот эта вот растяжка, которую он делает по бокам. Все мы знаем, как это все называется. Но я могу сказать, что когда получается он сильно растягивает по краям вот это изображение, если, допустим, какой-то камень, то он растягивает его, и он уже не имеет ту же первоначальную форму. И это меня, можно сказать, раздражает в фотографии. За счет этого я никогда не любил вот эти свои объективы на Canon, которые были там 17 миллиметров. У меня был объектив 17 40
1740. И вот эта вот растяжка, и как бы ты же видишь полностью весь кадр, и тебе хочется наслаждаться всей атмосферой, всем кадром, но по бокам, получается, у тебя сильные вот эти растяжения идут, и там и резкость теряется как бы в изображении, и вот эта вот деформация объектов меня очень сильно раздражает, поэтому я понял, что 24, ну 30 миллиметров, который вот этот родной объектив, он будет идеально для меня. Но если я захочу уж, прям мне надо будет захватить больше территории, которая вокруг меня пейзаж находится, то я уже смогу сделать буквально там 3 снимка, ну, может быть 3, может быть 6 снимков, и уже склеить полностью панораму. И также этот объектив, он 3,5, что 2,8 в пересчете на полный кадр. И поэтому это еще одно было преимущество этого объектива для меня, так как я планирую поехать на север и делать съемку северного сияния. И диафрагма такая для меня был тоже принципиальный вариант. Вот. Что касается диафрагмы 4, она, конечно, темноватая на этих объективах. И, к сожалению, это вот один единственный момент, который очень раздражает в этой камере меня. И поэтому, конечно, если у вас есть возможность, то желательно менять сразу. Вернее, не менять, а приобретать объективы, которые идут с диафрагмой 2,5, которые новые. Но они стоят конских денег, поэтому имеем, что имеем, как говорится. Приходится использовать то, что есть. А покупать новые объективы, которые только вышли, и стоят они там по 4500. Ну, один ты еще купишь, может быть, но тебе же надо, чтобы у тебя было какое-то разнообразие. Поэтому 4, да, как бы немножко напрягает. Но благодаря тому, что у этой матрицы очень высокая чувствительность к свету, я вам могу сказать, что 4, оно может работать без проблем. Поэтому это вот такой мой экспириенс с автофокусом и с диафрагмой. И по автофокусу могу сказать, что полностью мне хватает этого автофокуса. И я думаю, что у вас вопросов не возникнет. Если вы боялись, если ваша съемка, даже если вы снимаете свадьбы, допустим, вы хотите снимать свадьбы, какие-то дни рождения, то автофокус полностью будет удовлетворять вас. Поэтому я думаю, что этого бояться не стоит. И это не причина, по которой вы не должны покупать эту камеру. Вот. Такое мое мнение. Еще одна серия фотографий. Это я снимал в дневное время суток. К сожалению, я не взял с собой полярик. Тогда бы фотографии выглядели намного лучше. Но суть этой серии в том, чтобы показать именно вот эти все полутона, которые передает эта матрица. Опять же, хочу сказать, что это вы сможете увидеть, если вы смотрите на качественном телевизоре 4К. Насколько я смог понять, изучал этот вопрос, телевизоры Sony передают именно плюс-минус те же самые цвета, что и на откалиброванном мониторе. Поэтому всем советую телевизоры Sony. После Samsung или LG на этом телевизоре, если вот вы сравниваете Samsung или LG, кажется сначала, что картинка выглядит немного тускловато или безжизненно, но на самом деле она более правдивая. И я, насколько мог сравнить качество и картинку
телевизоров Sony со своими компьютерами и мониторами. И могу сказать, что я долго искал телевизор, который сможет передать именно все цвета, которые у меня на фотографиях имеются. И, наконец, я нашел вот телевизор Sony. Это самый идеальный вариант. 4К берите Sony и вообще не пожалеете. Все полутона, все передает. Без украсов, как делают LG или Samsung. Если вот, как вы видите, вот эту фотографию на своем калиброванном мониторе, так вот телевизор то же самое передает. Поэтому телевизор Sony идеальный вариант. Вот, и на этих фотографиях вы можете наблюдать все вот эти вот возможности матрицы. Все вот эти переходы от одного ржавого цвета в другое. Ну, надеюсь, конечно, вы видите все это, то, что вижу я. Вот эти фотографии я также прикреплю под видео, и вы сможете посмотреть их у себя на компьютере. Эти фотографии уже обработаны, но я практически не вмешивался в цвет. Специально оставить его более-менее в оригинальном виде, чтобы вы смогли сами оценить, как это все выглядит. Поэтому заходите, оставляйте комментарии, пишите свое мнение, оставляйте от просмотров этих фотографий, от моего видео, что я рассказываю так, что не так. Мне будет это очень полезно, так как это мое первое видео про камеру. Будет очень интересно услышать ваше мнение. Конечно, если бы я использовал здесь полярик, вот эти блики, все можно было бы убрать с этого грузовика, и тогда цвет проработался бы еще лучше. Ну вот здесь примерно мы можем хорошо рассмотреть, как вот эти все ржавые места, они все имеют свой оттенок. Вот эти переходы. Я специально останавливаю фотографии, чтобы они проработались в YouTube. Конечно, YouTube будет немножко сжирать качество фотографий, но вы можете скачать все и посмотреть у себя в реальности, как это все выглядит на вашем компьютере. И обязательно напишите мне свое мнение. Давайте посмотрим теперь на городской пейзаж. Если кто любит снимать вечером в городе, то я советую вам приобрести Hasselblad, потому что в вечернее время эта камера отрабатывает просто идеально, без малейших каких-либо шумов. На этой фотографии было уже практически темно, и выдержка составляла буквально, по-моему, там 2 секунды или что-то такое. Точно не помню, но эта фотография была снята на штативе. Вот, и если посмотрим ближе, давайте посмотрим ее реальный размер. Итак, давайте посмотрим. Каждый кирпичик к кирпичику. И вообще нету никакого шума. Для архитектуры, для съемки архитектуры эта камера просто идеальна. Уже загорелся свет, так как уже было практически, темно достаточно. Несмотря на это, камера вообще не потеряла в качестве цветов. Люди уже расплываются, но цвет сохраняется идеально. Это была моя первая съемка городского пейзажа на эту камеру. Я просто был удивлен, насколько, когда я увидел на камере эту фотографию, насколько она сделала фотографию как днем. Полностью вся информация в тенях, все сохраняется. Все цвета, все, как вот вы видите глазом, все также проработано. Давайте посмотрим следующее. Никогда не занимался съемкой серьезно городского пейзажа, но после того, когда я попробовал поснимать на эту камеру, я понял, что это тем, чем я должен тоже заниматься иногда. Еще характер линз, объективов этой камеры, это вот такие вот звездочки. Идеальная проработка, на мой взгляд. Сколько я пытался что-то делать подобное на full frame, но мне никогда не нравилось, так как все время было что-то, либо город был уже темный, но небо светлое, либо наоборот, и все время какой-то был геморрой. Здесь ты просто поставил камеру, нажал кнопку. Конечно, нужно выставить правильную экспозицию, и все. Камера
полностью сделает картинку за тебя. Ну, конечно, тебе надо ее немного обработать. Мне очень нравится, что атмосфера города, именно атмосфера города передается. Вот как я гуляю по городу, вижу этот город в вечернее время своими глазами. Такая же атмосфера передается и на снимке. А эта уже фотография сделана, когда уже все случилось, уже все огни были зажжены в городе, и пришлось прибегнуть к длинной выдержке. Тут я не использовал никакие фильтры, небо покрылось тучами. К сожалению, не было того же синего неба, но по мне так получилось неплохо. И когда я просто увидел, насколько баланс белого передается, конечно, ты можешь накрутить и в желтый цвет, как тебе нравится. Но если мы обратим внимание, вот здесь на фонариках желтый свет, а здесь именно белый. Потому что если посмотреть, насколько белый свет в этом здании. Конечно, есть и желтые, если мы обратим внимание. Вот. Но это не превращается в абсолютно одну кашу. И также идет очень сильная проработка. Без каких-либо практически шумов. Полностью идеально. Вот кто снимает такой вид фотографии, это просто, я не знаю, вот вы попробуйте когда-нибудь, если будет возможность, взять такую камеру у кого-нибудь и попробовать. Сделайте вот один кадр. Вы будете просто в восторге. Давайте взглянем на следующую фотографию. Это портрет моего друга Майкла. Сделал я ее в дневное время в городе у нас с одной вспышкой Godox. И камера Hasselblad работает со вспышками на любой экспозиции. Таким образом, вам не надо сильно заморачиваться по поводу выставить по этим шторкам. Я не знаю, как это все называется, но для меня это был просто геморрой. Постоянно вот эти шторки, вот это все выставление, и то попал, то не попал. Может быть, для вас это не проблема. Для меня было это просто геморрой. Я просто ненавидел снимать со вспышками. Но с Hasselblad у тебя нет вообще никаких таких проблем. Ты можешь снимать в любое время, с любой экспозицией и снимать так, как тебе нравится. Просто вот наслаждайся съемкой. Мы приехали на место, я включил вспышку, практически не смотрел даже, какая там мощность на вспышке стоит. Выставил на камере так, как мне надо. Размыл, чтобы размытая была размытая боке. Вот. Пыхнул пару раз вспышкой. Чуть-чуть, может, где-то что-то поправил. 2-3 кадра сделал. И все. Мы пошли с другом в кафе. И там я быстро на компьютере ее обработал. Ему показал. Он был, конечно, в шоке, что так быстро получилось. Он, не знаю. Он, наверное, привык, что там долго все настраивать надо, что он очень часто дает интервью, записывает интервью, и оператор, он должен долго все настроить, свет, все такое. А тут мы приехали, я просто поставил вспышку, я ему говорю, давай вот так вставай сюда, вот так, вот так. Ну, это тоже, конечно, все приходит с опытом. Вот. Буквально там заняло у нас 3-4 минуты. Он просто встал, я говорю, так, все, улыбайся, работаем. 2-3 кадра сделал, увидел, что я кадром доволен, и все. И мы поехали. Нам эта фотография нужна была для проекта. Поехали в кафе. Ну, я видел на лице моего друга немножко недоумение такое. Как так? Мы столько ехали туда, а он просто вот так взял, пару раз пыхнул, нажал на кнопку. Неужели там? Он даже не ожидал, что уже все готово. Приехали в кафе, я быстро ее обработал. Буквально там заняло тоже 2-3 минуты. Уже фотография была готова. Когда я ему показал, он говорит, это лучшая фотография в моей жизни, которая у меня была. Конечно, все это складывается от опыта. Хотел показать вам тоже скинтон. Особо ничего не докрашивал, не украшивал. Как есть. Стараюсь практически каждую фотографию обрабатывать, как она есть. Итак, наконец, замок Дан-Люс позади нас. И очень знаменитое побережье, где вы можете наблюдать всевозможные арки и большие скалы и пещеры. Это место занимает одно из важнейших мест в моем сердце.
так как с этого места началась моя история как пейзажный фотограф. И в 2017 году, когда я получил фотографию года в National Geographic, и фотография стала популярна во всем мире и вошла во многие журналы знаменитые, такие как Guardian, National Geographic, соответственно, и многие другие. Я уже не помню всех названий, но это дало толчок мне и подсказало, что я занимаюсь правильным делом и что я должен продолжать заниматься пейзажной фотографией. И теперь я решил делиться этим с вами и надеюсь, что я смогу записать какие-то интересные видео и буду рассказывать про Северную Ирландию для вас. И также смогу поделиться своими наблюдениями, как делать фотографии и своими какими-то фишками. Вот. Сегодня мы будем делать фотографию на Hasselblad, как вы знаете. Кто будет подписан на меня и кто фолловит меня на Инстаграме. Вот. И надеюсь, что в конце дня мы получим хотя бы один какой-то снимок, который мы вместе с вами обработаем. И я его закреплю внизу под видео, чтобы каждый из вас смог его скачать. Как в RAW файл я закачаю, так и мой обработанный вариант. И это будет в оригинальном разрешении. И это будет мой такой подарок вам из Северной Ирландии. Вы сможете его распечатать и себе сделать любого размера принт, если вы захотите. И также я сделаю короткий ролик про этот замок Данлюс. И может быть какие-то подсъемки с неба, если будет такая возможность. Каждый из вас, конечно, сможет поискать в интернете историю этого замка, но могу сказать, что это очень был известный замок из среди нескольких кланов. Была очень яростная борьба за него, и в графстве Антрим не было покоя людям, которые хотели обладать этим замком. Также им хотели обладать всякие разные мореплаватели из разных других стран. И также существует много легенд по поводу этого замка, которые вы можете также прочитать в интернете. Одна история такая была, что дочь одного лорда из одного клана любила парня с другого клана, и этот парень, он, получается, приплывал под флагом клана его возлюбленной и очень долго ждал знака в море, когда она подаст ему знак, чтобы он мог пришвартовать свое судно в пещере, которая находится внизу под этим замком. И таким образом два человека, парень и девушка, которые любили друг друга, они могли встречаться хотя бы на несколько минут. Ну, не могу сказать 100%, это была правдивая история или нет, но одна из таких интересных историй. Также всевозможные истории про сам замок. Я читал, что в одно время было обрушение одной стороны, и с этой стороны как раз находилась кухня, и все повара, которые были там, они вместе с частью стены обрушились в море. И уцелел только один маленький поваренок, который сидел в углу и чистил картошку. Такой переломный момент в судьбе этого замка. И эти жители, которые жили
в этот момент, они передумали и решили съехать. Вот. Я очень надеюсь, что сегодня мы увидим красивый закат. И если даже не получится сделать красивый снимок, то в любом случае мы насладились этим замечательным местом. И еще хочу сказать, что долгое время именно эта локация, с которого я сделал этот снимок, она была закрыта для публичного посещения, так как здесь нету никаких ограждений, это очень опасно. Но долгое время я просил правительства, и когда давал интервью, говорил об этом, и также писал письмо в правительство, и также говорил об этом с бывшим экс-мэром Северной Ирландии, с кем я имею честь быть лично знаком. И я очень сильно просил, чтобы это место было открыто для публичного посещения, так как это место уже становится очень популярно, и оно стало еще более популярно после 2017 года, и приходилось перелезать через ворота, и это было очень неудобно. Чтобы сделать снимок, это надо было незаконно перелезать через забор и посещать это место. Но сейчас это место открыто для публичного посещения, и это здорово. Не знаю, конечно, повлиял ли я на это или нет, но это место сейчас открыто, и даже для нас, для фотографов, сделаны замечательные столики, где ты можешь разложить все свое оборудование и просто, не напрягаясь, сделать тот самый замечательный кадр, который попадет во все возможные журналы и станет самым, известной фотографией с этого места по всему миру. Так что наслаждаемся и будем делать несколько кадров, посмотрим, что у нас получится. Также многие писали комментарии: зачем ты используешь вот эту кнопку? Можно же использовать приложение для Hasselblad и делать снимки с приложения. Но вы поймите, что эта кнопочка — это дополнительный такой маленький девайс для этой камеры. Она сделана из того же самого материала, что эта камера. И нажимать на нее — это дополнительное удовольствие. Она сделана очень качественно. Если ты хочешь делать снимки с разной экспозицией и не шевелить камерой, то это отличная возможность. А приложение, да, я могу использовать, но не всегда хочется доставать телефон из кармана. Вот. А эта кнопочка, она всегда под рукой. И в новой версии камеры, к сожалению, там нет такой возможности, чтобы подключить ее. Вот. Этот пульт управления мне очень нравится. Он очень удобный. И, к сожалению, в новой версии, во второй версии этой камеры, в третьей уже версии этой камеры, там нельзя подключить эту кнопочку. Вот этот пультик. И это еще одна из причин, по которой я не буду использовать ту камеру, а только эту. Ну, вот так. А приложение, да, ты можешь использовать, почему нет, но мне не зашло использовать приложение. Если есть такая возможность, есть такой пульт приятный, почему нет? Это же здорово.
Итак, что хочу сказать в заключение этого моего ролика. Спасибо всем, кто просмотрел этот ролик. Если вы оставите комментарии и поделитесь этим роликом где-то в своих соцсетях, я буду вам очень благодарен. Так что, так как этот первый ролик у меня, и только от вас будет зависеть, буду я продолжать этим заниматься или нет, буду я продолжать записывать видео или нет. Конечно, у меня, если будет такая мотивация, у меня очень много информации, очень много чем я хочу поделиться. Не только про фотографию, также про Северную Ирландию, Англию в основном. Может быть, я расскажу какие-то свои истории про бизнес, про как делать бизнес в Англии, что там и все такое прочее, про жизнь в Англии, в Северной Ирландии. Какие-то, может быть, дополнительные ролики сниму про это. Буду вам очень благодарен, если вы поддержите мой канал. Подпишитесь, поделитесь информацией с друзьями. И что еще хочу в заключении сказать про эту камеру. Эта камера, конечно, сделает вас либо любимчиком вашей компании фотографов, и вас все начнут приглашать в свои путешествия и все такое, потому что всем приятно, когда у кого-то рядом есть какие-то определенные экзотические камеры. Вот. Но также есть обратный эффект, когда людей эта камера очень сильно раздражает. И многие люди перестали со мной общаться из-за этой камеры, так как, не знаю, людей это очень сильно раздражает. И поэтому сразу предупреждаю вас, что может быть и с вами такое случится. И поэтому не обращайте на это внимания. Еще хочу сказать вот этот вопрос, когда эта камера, она избавляет вас от многих вещей, от многих ненужных манипуляций в фотошопе, так как эта камера, она передает очень реалистичную картинку, и настолько реалистичную, что какими-то определенными пресетами и фильтрами вы картинку только будете делать хуже. Поэтому это тоже не пойдет тем людям, которые увлекаются вот этими всевозможными пресетами, фильтрами и все такое прочее, потому что на этой камере это уже делать нет необходимости, и когда ты что-то, какие-то манипуляции делаешь, то ты видишь картинка, как она портится, поэтому эта камера, она заставляет тебя вырасти как фотограф, думать о том, что ты снимаешь, о цвете, о свете и все такое прочее. Камерой я очень доволен, и я могу вам сказать, что любовь к фотографии вернула именно эта камера, потому что после камеры Canon USR я очень долго не снимал, и так как я не получал уже удовлетворения от картинки, я понял, что пришло мое время двигаться дальше. И если вы чувствуете то же самое, то вам в средний формат. Какой он средний, не средний, но это матрица огромная, и эти возможности просто помогут вам перейти на новый уровень и также могут возобновить вашу любовь к фотографии и любовь к творчеству и заставить вас двигаться, поднять свою задницу с дивана и ехать куда-то постоянно. Теперь вот, когда я приобрел эту камеру, каждый раз, когда у меня есть свободное время, я стараюсь куда-то ездить, что-то фотографировать. Вот. Всего я желаю
этого вам, чтобы это нас мотивировало дальше двигаться, так как это наше любимое дело с вами, поэтому всем желаю красивых фотографий, делитесь этим видео в соцсетях своих. Надеюсь, это видео было кому-то полезно. И если я что-то забыл рассказать про эту камеру в этом видео, то я бы с удовольствием сделал какие-то другие ролики, где мы бы также смогли с вами обсуждать. Поэтому всем спасибо огромное. Переходите на мое первое интервью на канал Олега. Ссылку я оставлю внизу под видео. В общем, всем спасибо. Рад очень был вас всех видеть на своем канале. Надеюсь, вы подпишетесь, оставите свой комментарий, поделитесь с друзьями. Всем добра и красивых фотографий. Всем желаю самых замечательных камер. Все камеры отличные, все камеры мне нравятся, и Canon, и Nikon. Поэтому до новых встреч. Надеюсь, увидимся скоро. Всем пока.